Дорогие друзья, здравствуйте! Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». Меня зовут Екатерина Варади, я создатель и ведущая этого канала. Сегодня у нас 77-й день с тех пор, как 1 мая от нас ушел наш младший сын Ваня, Иван. И вчера у нас был такой очень замечательный выпуск, очень светлый, очень веселый. Мы встретились с моей подругой Викой, несмотря на то, что обе переживаем горе, мы старались радоваться, и мы радовались друг другу, мы смеялись. Сегодня было сложнее, потому что, вы знаете, в дни горя оно, это называется красивым словом эмоциональные качели, но мы как раз сегодня обсуждали с мужем, что, в принципе, каждый день ты выходишь как в неизвестность. Ты не знаешь, что тебя встретит, даже не каждый день, а ты не знаешь, что с тобой произойдет через 10-15 минут. Иногда тебе нормально, потом через очень короткое время настроение падает вниз, и тебе очень плохо. И поэтому сегодня, конечно, у меня был, в общем, такой день обычный. Я занималась работой, потом я ходила на массаж. Массаж показал то, что я себе сама чувствую, что у меня был достаточно сильный срыв после смерти Вани, само собой, да, после свадьбы нашего сына, потому что в этом есть, знаете, радость за одного ребенка, и все равно вот сожаление, что другого ребенка нет. И вот после особо таких радостных чувств всегда приходит горе больше. И, конечно, вот по массажу сегодня уже было очень видно, и я по себе сама чувствую, по физическим симптомам, что я не в очень хорошем состоянии нахожусь сейчас. Хотя я делаю все возможное и все, что от меня зависит, для того, чтобы держаться. Знаете, сегодня я отвечала на комментарии. Получается, что я не очень хорошо знаю систему Ютуба. Оказалось, что есть возможность найти в одном месте все комментарии, на все ответить, чтобы не перелистывать все видео, потому что я периодически теряла. Видео становится больше, и я теряю комментарии. И среди комментариев я увидела... наверное, это было возмущение от одной из слушательниц, что как же вы могли играть свадьбу, как вы вообще могли радоваться, там, танцевать на свадьбе. Ну, это же просто невозможно, как вы это могли. И вы знаете, я понимаю этого человека, кто это писал, и ни в коем случае не испытываю никакого там возмущения, раздражения, упаси Господи. Дело в том, что просто, наверное, каждый из нас переживает горе по-разному. И тот, кто... Знаете, я видела такой ролик, когда показывают депрессия, это не только и показывается человек, лежащий в плачущем виде на кровати. Депрессия, это может выглядеть так. Показывают молодого человека, который улыбается и разговаривает. А депрессия может выглядеть еще и так. Показывают там еще кого-то тоже веселого, играющего там на гитаре, танцующего. То есть не все то, чем кажется. И для меня, например, заплакать перед публикой, это значит потерять лицо. То есть все, что со мной происходит, максимум, с кем я позволяю плакать, это с мужем и с сыном, иногда с родителями, но с ними реже, потому что они у меня достаточно пожилые, маме 81, папе 87, им, я думаю, здесь нельзя мерить, кому тяжелее, потому что, да, мне тяжелее, наверное, как маме, а им как бабушке с дедушкой, и потому что они старенькие, у них уже нет сил, и поэтому вот перед ними я стараюсь держаться. Больше всего я плачу, когда я одна. Иногда вы видите это на канале. Но вы знаете, у меня есть убеждение, это я не в качестве, знаете, вот то, что я сейчас отвечаю на этот комментарий, это не в качестве отмазаться, отгавкаться, оправдаться. Дело все в том, что я считаю, что наш канал живой. И я страшно горжусь тем, что вот уже количество просмотров перевалило за 3000. Горжусь не в том плане, что «ах, какая я крутая». Я горжусь
тем, что мы собрались вместе, и мы можем друг с другом разговаривать. Пусть не впрямую я вижу вас, но вы можете мне написать комментарий, я могу вам ответить. Мы можем переписываться в личной почте, что я, кстати, регулярно делаю. Я стараюсь отвечать буквально на каждый запрос, на каждый комментарий. Пока это будет возможно, чисто по времени, я это буду делать, потому что я создала этот канал ради этого, для того, чтобы помогать людям, для того, чтобы с людьми разговаривать. И я допускаю абсолютно любые мнения по поводу того, что я делаю, и осуждение, и непонимание, и боль, потому что у каждого из нас это проходит по-разному. И я, как только приехала, еще даже, по-моему, до похорон сына, а может быть, сразу после, я уже, знаете, все дни сливаются, я сразу начала вести наш художественный клуб, а это значит, что ты приходишь, ты рисуешь с людьми, ты улыбаешься, ты шутишь. И это не значило, что мое горе в это время пропадало, я просто его отодвигала. У нас, знаете, дети надо мной шутили всегда. Они всегда говорили: мама, ты нас воспитываешь всегда таким образом. Вот мы были маленькие, мы помним, что нам говорила: вот знаешь, есть, когда там ребенок что-то плакал по поводу чего-то. Знаешь, дорогой мой, есть такие ситуации в жизни, когда свои чувства нужно заткнуть в одно всем известное место и просто делать то, что тебе нужно. Потому что есть случаи, когда ты просто не имеешь права показывать эти свои эмоции. И вот я сейчас нахожусь даже не в этом моменте, а в этом периоде в жизни, когда я для себя считаю, что я не имею права горевать. То есть горе все равно есть, оно никуда не девается. Почему я не имею права горевать? Потому что, во-первых, я абсолютно уверена, что Ваня меня видит. Ваня безумно боялся моих слез всегда. Для него любая моя слеза, даже слеза радости, была просто прединфарктным состоянием. Он боялся этого до безумия. И я, в связи с тем, что я верующий человек, и я читала рассказы очень многих людей, которые встречались со своими детьми, кто-то в состоянии клинической смерти, кто-то в видениях там, и даже со своими детьми, которые умерли в маленьком состоянии, они их уже видели взрослыми и сразу их узнавали. И там было понятно из всех этих воспоминаний, что дети видят своих родителей всегда. И вот я себе просто представила, что каково Ване, если он меня видит, если он меня слышит, и не может мне помочь. Он не может, потому что не дано мертвым перейти преграду, которая между мертвыми и живыми. Он меня видит и слышит, он видит, как я горю, и не может мне помочь, он не может меня утешить. Каково ему может быть? И я думаю, вот хорошо, я сейчас буду здесь горевать, я буду плакать, я закроюсь в комнате. Во-первых, я совершенно точно Ване сделаю хуже. Вот у меня, и, кстати говоря, вот то же самое очень помогает моей маме, которой, она действительно пожилой человек, ей намного тяжелее, потому что у нее меньше сил, плюс ей намного тяжелее, потому что она-то не может выйти в люди, как я. Это я могу выйти в люди, и мне как-то, знаете, вот это вот все равно атмосфера светлая, она немножко это горе смягчает, а она этого делать не может, она сидит дома все время. И даже мама, вот когда я ей сказала, что у меня такое ощущение, что я Ване врежу тем, что я плачу о нем, ей это помогает, это ее держит на плаву. И меня это тоже держит на плаву. Это первое. Второе, я верующий человек. И мне, честно говоря, просто стыдно перед Богом, что я, проводив к нему своего сына, причем я видела, как мой сын уходил, и я видела, насколько он светло умер, как он светло ушел, я просто... Мне стыдно перед Богом, если я буду плакать. То есть я получается, что я от Бога беру все хорошее, а ничего хорошего принимать не хочу. И как только от меня что-то забирают, пусть даже очень дорогое, пусть даже очень любимое, но забирает это тот, который для меня и для него хочет только хорошего. Вот это мое просто убеждение. Понятно, что вы можете его не разделять, и именно поэтому вы можете думать по-другому, но мы действительно все разные. Вот, и я думаю, каково это вот... Все хорошее я принимаю. Я принимаю замечательную семью, я принимаю замечательных детей, я принимаю замечательную невестку, интересную работу, деньги, карьеру, друзей, вообще кучу благ, там, собаку, кучу благ, которые я получаю в жизни. И как только Господь от меня забирает ребенка, которого он же дал, причем явно забирает не просто так, потому что просто так ничего не делается, то значит это для сына и для меня
самое лучшее, как бы это ужасно ни звучало, это не помогает избавиться от горя, но это помогает его пережить. И да, мы играли свадьбу сына через 2 с небольшим месяца после ухода Вани, хотя Саше безумно тяжело, это брату старшему безумно тяжело всем нам присутствующим, потому что там же был и лучший друг Саши, который до сих пор плачет при воспоминании о Ване. Ребята вот после этой свадьбы, они поехали на дачу, они вроде как веселились, но они плакали. Точно так же плакали, реально молодые ребята плакали о Ваньке там. И это все каким-то образом в нас уживается, и радость, и горе, и слезы, и счастье. Но вы понимаете, когда у тебя было 2 детей, остался один, ты очень хочешь, чтобы этот один был счастлив, ты реально хочешь дать ему все. И если ты видишь, что он встретил девушку, которую он любит, которая его спасает в его темные дни, и он хочет узаконить свои отношения перед Богом, перед людьми, он хочет назвать ее своей женой, я считаю, что это важнее всего. Потому что если я сейчас... Вот представьте себе, я отложу свадьбу, я скажу, знаешь, Саш, вот давай мы не будем, давай мы сейчас будем в трауре, мы не будем. А что-то произойдет за это время. И у него получится, что он не сможет жениться. Потом все равно будет ощущение, что это... У меня будет, он может ничего не ощущать, но у меня будет ощущение, что я сломала ему жизнь. Именно тем, что я повлияла на его важное очень в жизни решение. И нужно сказать, что ведь его невеста, его уже жена, она тоже знала Ваню. Это для нее тоже было большой трагедией. Вся ее семья знала Ваню. Все Сашины друзья знали Ваню. То есть это была свадьба, на которой все переживали эту трагедию, все по-разному. Но вы знаете, меня поразило, что очень многие люди глубоко пережили эту трагедию. То есть ребята молодые, которые даже вроде не были Ванькиными лучшими друзьями, они очень тяжело это пережили. И да, все равно, несмотря на это, жизнь должна продолжаться. Должна продолжаться для всех нас. Почему-то нас Господь оставил на земле. А это значит, что мы должны прожить эту жизнь достойно, мы должны жить ее, не стараясь отодвинуть от себя горе, мы его не уберем. Мы просто будем отвоевывать от него маленькими кусочками пространства. И вот я знаю, что о себе, что мне легче, когда я чем-то занята, когда у меня нет времени думать, потому что как только я начинаю думать, как только я начинаю вспоминать, меня начинает просто выворачивать в плане моральном. И от этого никому не становится легче, потому что от этого пугается мой сын, от этого хуже моему мужу, от этого хуже моим родителям и даже собаке. За меня все сразу начинают переживать, еще начинают бояться, что со мной что-то произошло. И это просто вот... Этим я не сделаю никому легче. Это, во-первых. Во-вторых, мне самой становится очень плохо. И становится, чем больше я плачу, чем больше я себя раскручиваю, тем хуже мне становится. И я для себя вывела такой рецепт, что я должна по возможности больше работать. И вот мне, надо сказать, этот канал прекрасно справляется с этой работой, потому что я еще такой ютубер, знаете, такой не оперившийся, и не знаю, оперюсь ли я когда-то. Мне приходится немного работать с этим каналом и много не спать. Я, например, сейчас уже вообще чувствую себя на грани, потому что это сложно, я вот одна это делаю, и вы даже не представляете себе, кто не делал, я сама тоже этого не представляла. Я думала, ну что там, выложил видео, и ладно. А там что только не надо делать для того, чтобы твое видео вообще кто-то увидел. Это мне же важно не просто, извините, в телевизоре посидеть. Мне важно, чтобы люди, к которым я обращаюсь, меня увидели. Это значит, чтобы какие-то поисковики меня находили. А это значит, что каким-то образом я должна оптимизировать это все, и это все занимает тучу времени. Вот, я работаю, я пишу картины, я веду клуб, мы собираемся там с галереей заводить YouTube-канал, поскольку я теперь у нас главный ютубер, я, соответственно, буду в этом деле тоже участвовать активно.
Я хожу на массаж, я общаюсь по возможности с друзьями, особенно которые не всегда и не со всеми, потому что вот Вика просто приезжает там раз в полгода, и, соответственно, мы можем провести 3 дня вместе, и это безумное счастье. Вот. И для нас подзарядка огромная. Плюс она действительно очень хороший специалист, и она оказывает огромную помощь моему каналу, ей просто за это огромное человеческое спасибо. Вот. И мне это... я не скажу облегчает, но это точно помогает. То есть, знаете, вот если представить себе такое большое поле, да, вокруг меня, и вот погасшие лампочки показывают, что я в трауре, я в горе. И немножечко лампочки начинают загораться, чуть-чуть. Может быть, на время, потом опять гаснут, загораются опять. Но вот этот свет, он появляется. И особенно у меня этот свет появляется от вас, мои дорогие, потому что я вижу, что вы это смотрите. Да, кто-то не согласен с моей позицией, кто-то согласен, кому-то я помогаю, кого-то я раздражаю. Это естественно, но это значит, что мы живой организм. Только в неживом организме тихо, гладко и ничего не происходит. И мертвые с косами стоят. Тишина, и мертвые с косами стоят. Вот нам этого не надо. Пусть мы с вами будем спорить. Пусть мы с вами будем несогласными. Пусть мы будем с вами не понимать друг друга, а иногда понимать, кого-то с кем-то обниматься, как бы на расстоянии, с кем-то спорить. Но в этом не должно быть, безусловно, ни злобы, ни раздражения. Я думаю, что ни у кого и нет из тех, кто пишет. Вот. Я, безусловно, очень сочувствую всем людям, которые... То есть, всем вам, потому что все, кто смотрит, они кого-то теряли. Я очень сочувствую, особенно тем, кто потерял детей, потому что это все-таки наименее естественно. Это все-таки, когда теряешь родителей, это тоже ужасно, это тоже просто кошмар, но вот потерять своего ребенка, это, наверное, хуже этого сложно представить себе. Но я безумно сочувствую абсолютно всем, кто меня слушает. И я действительно обнимаю на расстоянии ту женщину, которая мне написала, потому что она написала не от хорошей жизни, у нее тоже было горе, и не одно в ее жизни. И если бы я могла чем-то ей помочь, я бы с удовольствием ей помогла, только, к сожалению, это вот тот момент, когда каждый как-то выгребает сам. Ну, вот я стараюсь, мне кажется, что когда мы вместе, мы можем, да, таким образом поговорить, это очень здорово. Вот, и я сегодня, наверное, на этом закончу, потому что... Наверное, короткие выпуски все-таки делать лучше, легче, быстрее мне написать потом эти все описания к этому делу. Я не свалюсь замертво после какого-нибудь выпуска. И у меня еще много тем, о которых я хотела бы с вами поговорить. Я думаю, как бы это сделать, потому что они не все влезают в дневниковый формат. Вполне может быть, что это будет какой-то дополнительный вид видео, когда мы будем говорить о каких-то глобальных вопросах, которые меня мучают, меня занимают, и я буду вам о них рассказывать. А вы будете на это мне отвечать. Дорогие мои, я вас обнимаю, я вас всех очень люблю и пытаюсь в сердце свое взять всех вас. И если я могу хоть как-то облегчить вашу жизнь, я буду молиться за вас, за ваших детей, за ваших родителей ушедших. Просто мне очень хочется, чтобы всем вам, всем нам стало легче. Дорогие мои, хорошего дня, у кого утро, и спокойной ночи, у кого ночь. До свидания.